Привет, друзья! В этом видео мы отправимся в сердце Океании, чтобы раскрыть все тайны Новой Гвинеи. Природа, культура и уникальная экосистема этого острова просто потрясают. Мы познакомимся с его удивительным ландшафтом, узнаем о необычных животных, которые обитают здесь, и погрузимся в традиции коренных народов. Если вы всегда мечтали о приключениях в одном из самых экзотических уголков мира, это видео для вас. Не забудьте подписаться, поставить лайк и поделиться своими впечатлениями в комментариях. Новая Гвинея – второй по величине остров в мире, расположенный в юго-западной части Тихого океана. История острова охватывает тысячи лет и связана с миграцией древних народов, колониальными завоеваниями и формированием современных государств. Заселение Новой Гвинеи началось около 40-50 тысяч лет назад, когда первые группы людей прибыли сюда из Юго-Восточной Азии. Эти древние поселенцы сформировали уникальную культуру и общество, приспособившись к разнообразным природным условиям острова, который отличается сложным ландшафтом, густыми лесами и высокогорьями. Развитие сельского хозяйства, особенно выращивание таро и батата, стало важным фактором устойчивости этих ранних обществ. Появление сложных социальных структур и локальных торговых систем укрепило взаимодействие между различными племенами. К XVI веку европейские исследователи начали открывать и посещать остров. Первым из них считается португальский мореплаватель Жорже ди Менезиш, который в 1526 году достиг северного побережья и дал ему название Ilha dos Papuás, что означало «остров курчаволосых». Позже испанцы, голландцы и британцы также проявили интерес к острову. В течение следующих веков Новой Гвинеей заинтересовались колониальные державы, и она стала объектом политического соперничества. В 1828 году Голландия официально объявила западную часть острова своей территорией. В конце XIX века восточная часть Новой Гвинеи была разделена между Германией и Великобританией. Северное побережье стало немецкой колонией, а южное – британским владением. В 1906 году британская часть была передана Австралии и стала известна как территория Папуа. После Первой мировой войны германская часть острова также перешла под управление Австралии по мандату Лиги наций. Во время Второй мировой войны Новая Гвинея стала ареной ожесточенных боев между союзными силами и японской армией. Боевые действия нанесли значительный ущерб инфраструктуре и привели к разрушению многих местных общин. После войны Австралия продолжила управлять восточной частью острова до обретения независимости. В 1975 году восточная часть Новой Гвинеи стала независимым государством Папуа-Новая Гвинея. Западная часть, известная как Западная Папуа, остается под управлением Индонезии и с середины 20 века является объектом политических конфликтов и борьбы за независимость. Местное население продолжает сталкиваться с проблемами культурной ассимиляции и нарушения прав человека. История Новой Гвинеи характеризуется богатым культурным разнообразием, сложными колониальными отношениями и длительной борьбой за независимость и самобытность. Остров остается важным регионом, где переплетаются традиции древних народов и современные политические вызовы. Новая Гвинея – один из самых разнообразных по рельефу и природным условиям островов мира. Он расположен на пересечении тектонических плит, что обуславливает сложную геологическую структуру и значительное разнообразие ландшафтов.
Остров вытянут с запада на восток и делится на множество природных зон. Прибрежные низменности, густые тропические леса, обширные болотистые территории и величественные горные хребты. Центральную часть острова пересекает массивная горная цепь, известная как Центральный хребет. Здесь расположены одни из самых высоких гор в океане, включая вершину Пунчак-Джая 4884 метра, которая является самой высокой точкой не только Новой Гвинеи, но и всей Австралазии. Эти горы сложены преимущественно известняками и вулканическими породами, а их крутые склоны создают труднопроходимый ландшафт. В некоторых районах встречаются обширные карстовые плато с пещерами и подземными реками. На южных и северных склонах горных хребтов простираются обширные предгорья и холмистые равнины, которые постепенно переходят в прибрежные низменности. Южная часть острова богата огромными болотами и заболоченными лесами, которые образуются благодаря многочисленным рекам, таким как Флай и Дигул. Эти реки, берущие начало в горах, играют важную роль в формировании рельефа и снабжении экосистем водой. Северное побережье характеризуется более узкими равнинами и крутыми подъемами к горам. Здесь также расположены вулканические области, что делает регион подверженным сейсмической активности и извержениям вулканов. Вдоль побережья встречаются лагуны, мангровые заросли и коралловые рифы. Западная часть острова представляет собой сложную мозаику горных массивов и плато. Здесь встречаются труднодоступные территории с густыми лесами и скальными образованиями, которые остаются слабо изученными. Восточная часть Новой Гвинеи более равнинная с широкими плодородными долинами, которые используются для сельского хозяйства. Климатические особенности острова также влияют на его ландшафт. Тропические дожди способствуют эрозии склонов и формированию многочисленных водопадов и быстрых горных рек. Ландшафт Новой Гвинеи отличается необычайной живописностью и разнообразием, создавая уникальные условия для обитания множества видов флоры и фауны, многие из которых встречаются только на этом острове. Климат Новой Гвинеи отличается значительным разнообразием, обусловленным как географическим положением острова в экваториальной зоне, так и его сложным рельефом. Основной климатический тип – экваториальный, характеризующийся жаркой и влажной погодой на протяжении всего года. Температура на побережье обычно держится в пределах от 25 до 30 градусов Цельсия днем и редко опускаются ниже 20 градусов ночью. Осадки на острове обильны и распределяются практически равномерно в течение года, хотя в некоторых районах наблюдаются сезоны с более интенсивными дождями. В среднем количество годовых осадков варьируется от 2000 до 5000 мм. Причем наиболее влажными районами являются горные хребты и южные заболоченные территории. В горных регионах дожди часто сопровождаются густыми туманами и быстрыми переменами погодных условий. В центральных горных районах климат значительно отличается от прибрежных зон. С повышением высоты температура понижается, и на вершинах самых высоких гор, таких как Пунчак-Джая, возможно образование снега и ледников, несмотря на близость к экватору. Ночные температуры на больших высотах могут опускаться до нуля и ниже, создавая резкий контраст с жаркими днями. Муссонные ветра также играют важную роль в формировании погодных условий. Северное побережье испытывает влияние северо-западного муссона, который приносит дожди с ноября по март, а южные районы подвержены воздействию юго-восточного муссона с апреля по октябрь.
Однако четко выраженные сезоны на большей части острова отсутствуют из-за общей стабильности экваториального климата. Особенности рельефа также создают локальные климатические различия. Горные хребты задерживают воздушные массы, что приводит к значительному увеличению количества осадков на наветренных склонах. В предгорьях и на равнинах климат более мягкий, а дожди менее часты и интенсивны. Помимо дождей, для Новой Гвинеи характерна высокая влажность воздуха, которая часто достигает 80-90%. Это создает трудные условия для комфортного проживания, но также способствует богатству экосистемы острова. Из-за своего расположения остров подвержен влиянию климатических явлений, таких как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, которые могут вызывать резкие изменения погодных условий. В периоды Эль-Ниньо возможны засухи, снижающие урожайность и провоцирующие лесные пожары, а Ла-Нинья, напротив, приносит еще более обильные дожди и наводнения. Климат Новой Гвинеи играет важную роль в формировании природных ландшафтов и влияет на жизнь местного населения, которое научилось адаптироваться к таким погодным условиям, используя сезонные особенности для сельского хозяйства и других видов хозяйственной деятельности. Население Новой Гвинеи является одним из самых разнообразных в культурном и этническом отношении. На острове проживает более 1000 различных этнических групп, каждая из которых обладает своей уникальной культурой, языком и традициями. Общая численность населения превышает 11 миллионов человек, большая часть которых сосредоточена в восточной части острова, принадлежащей государству Папуа-Новая Гвинея, а меньшая в западной части, входящей в состав Индонезии и известной как Западная Папуа. Коренными жителями Новой Гвинеи являются папуасы и меланезийцы, которые являются потомками древних мигрантов, прибывших на остров около 40-50 тысяч лет назад. Эти группы населения сохранили уникальные культурные обычаи и образ жизни, многие из которых связаны с традиционными формами хозяйствования, такими как охота, рыболовство и подсечно-огневое земледелие. Одной из наиболее примечательных особенностей населения Новой Гвинеи является языковое разнообразие. На острове говорят на более чем 800 различных языках, что составляет около 10% всех языков мира. Папуасские языки являются самыми древними и многочисленными, а меланезийские языки, относящиеся к австронезийской языковой семье, также широко распространены. Официальными языками в Папуа-Новой Гвинеи являются токписин, английский и хиримоту, а в индонезийской части используется индонезийский язык. Религиозные убеждения населения варьируются от традиционных верований, связанных с поклонением духам предков и природным силам, до христианства, которое стало доминирующей религией благодаря колонизации и миссионерской деятельности. В индонезийской части острова значительное влияние имеет ислам, привнесенный мигрантами с других островов Индонезии. Тем не менее, во многих отдаленных районах острова сохраняются традиционные обряды и верования. Большинство жителей Новой Гвинеи проживает в сельской местности и занимается традиционными формами хозяйственной деятельности. Сельское хозяйство является основным источником пропитания и дохода для значительной части населения. На острове выращивают батат, таро, сахарный тростник, бананы и кокосы. В предгорных и горных районах активно практикуется животноводство. Городское население сосредоточено в таких крупных городах, как Порт Морсби в Папуа-Новой Гвинеи и Джаяпура в индонезийской части острова. В городах развивается современная инфраструктура, промышленность и сфера услуг, хотя уровень жизни здесь значительно различается.
Социальные структуры на острове традиционно основывались на общинных связях и племенных отношениях. Несмотря на процессы урбанизации и глобализации, общинный образ жизни сохраняется во многих районах. Местное население также сталкивается с вызовами, связанными с модернизацией, изменением климата и политическими конфликтами, особенно в Западном Папуа, где продолжается борьба за независимость и признание прав коренных народов. Новая Гвинея является одной из самых богатых территорий мира по разнообразию флоры и фауны. Благодаря своему экваториальному климату и сложному рельефу, остров стал домом для уникальных экосистем, многие из которых остаются нетронутыми человеком и до сих пор недостаточно изучены. Здесь можно встретить множество видов растений и животных, которые не встречаются больше нигде на Земле. Растительный мир острова представлен густыми тропическими лесами, которые занимают большую часть его территории. Эти леса характеризуются многоярусной структурой и невероятным богатством видов. В них произрастают разнообразные пальмы, фикусы, древовидные папоротники и эпифитные растения, такие как орхидеи и бромелии. Местная флора включает также множество видов древесных пород, таких как мербау и железное дерево, которые ценятся за свою прочность и красоту. В предгорьях и на больших высотах растительность сменяется горными лесами, а на самых высоких вершинах можно найти альпийские луга и карликовые кустарники. Болота и мангровые леса вдоль побережья также представляют важную экосистему острова. Здесь растут мангровые деревья и тростниковые заросли, которые служат убежищем для множества водных обитателей и птиц. В низинах распространены заболоченные территории с высокой концентрацией водных растений, таких как лотосы и водяные папоротники. Животный мир Новой Гвинеи также поражает своим разнообразием. Остров является домом для множества эндемических видов. Среди млекопитающих встречаются такие уникальные животные, например, древесные кенгуру, бандикуты и кускусы. Также здесь обитают ехидны, которые относятся к редкой группе яйцекладущих млекопитающих. Особое место в фауне Новой Гвинеи занимают птицы. Остров славится своими райскими птицами, которые известны ярким оперением и сложными брачными танцами. Здесь также обитают казуары, крупные нелетающие птицы с мощными ногами и характерными гребнями на голове. Среди других пернатых можно отметить попугаев, медососов и голубей-коронарий. Рептилии и амфибии также представлены в большом количестве. В тропических лесах и прибрежных районах обитают питоны, древесные ящерицы и крокодилы. Среди земноводных можно выделить множество видов лягушек, которые играют важную роль в экосистемах острова. В пресноводных и морских экосистемах Новой Гвинеи обитают разнообразные рыбы и беспозвоночные. Реки и озера населены такими видами, как угри и тилапии, а коралловые рифы вдоль побережья служат домом для бесчисленного количества морских организмов, таких как тропические рыбы, морские черепахи и моллюски. Богатство флоры и фауны Новой Гвинеи делает ее важным центром биологического разнообразия. Однако экосистемы острова подвержены угрозам со стороны человеческой деятельности. Вырубка лесов, добыча полезных ископаемых и изменение климата. Охрана природы и сохранение уникальной экосистемы острова остаются приоритетом для многих международных и местных организаций. Новая Гвинея славится своим природным и культурным наследием, предлагая множество достопримечательностей, которые привлекают путешественников и исследователей. Остров удивляет уникальными пейзажами от высокогорных хребтов до тропических лесов и коралловых рифов, а также богатым культурным наследием коренных народов. Одной из самых известных природных достопримечательностей является гора
Пунчак-Джая, также известная как Карстенс-пирамида. Это самая высокая вершина не только Новой Гвинеи, но и всей Океании, поднимающаяся на высоту 4884 метра. Гора привлекает альпинистов благодаря своей сложности и живописным видам. Вокруг горы простирается горный массив с ледниками, что необычно для региона, находящегося вблизи экватора. На северо-востоке Папуа, Новой Гвинеи, расположено одно из самых живописных озер острова – озеро Кутубо. Это большое пресноводное озеро окружено густыми лесами и является важным источником жизни для местных общин. На его берегах можно увидеть традиционные деревни и познакомиться с бытом коренных народов. Одной из ключевых культурных достопримечательностей является долина Балием, расположенная в западной части острова. Эта долина знаменита тем, что здесь обитают племена Дани, Лани и Яли, которые сохранили свои древние традиции и образ жизни. Каждый год в долине проводится фестиваль Балием, где местные жители демонстрируют свои танцы, костюмы и ритуальные обряды. На побережье Папуа-Новой Гвинеи находится город Маданг, известный своими живописными пляжами, кристально чистой водой и богатым подводным миром. Это место привлекает дайверов и любителей морских приключений. Подводные коралловые рифы здесь считаются одними из самых красивых в мире, а многочисленные затонувшие корабли времен Второй мировой войны добавляют интереса для подводных исследований. На северо-западе острова располагается национальный парк Лоренс, который является крупнейшим охраняемым природным объектом в Юго-Восточной Азии и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Парк охватывает разные экосистемы, от тропических лесов до альпийских лугов и ледниковых плато. Здесь обитает множество эндемичных видов растений и животных. В культурном плане остров предлагает множество традиционных деревень, где туристы могут познакомиться с жизнью коренных народов. В восточной части острова особенно популярны деревни, где местные жители изготавливают традиционные предметы искусства, такие как маски и деревянные скульптуры. Особое внимание привлекает народное искусство региона Сепик, известного своими резными тотемами и богато украшенными каноэ. Побережье также славится многочисленными островами и лагунами, среди которых стоит отметить острова Тробриан, которые известны своими белоснежными пляжами и культурными традициями местных племен. Это место привлекает путешественников, ищущих уединения и возможность насладиться нетронутой природой. Транспортная система Новой Гвинеи является довольно сложной и ограниченной из-за труднопроходимого рельефа и недостаточно развитой инфраструктуры. Большая часть острова покрыта густыми тропическими лесами и пересечена горными хребтами, что затрудняет строительство дорог и железнодорожных путей. В результате многие регионы остаются изолированными, и передвижение по острову требует значительных усилий. Основным видом транспорта для межрегиональных и международных сообщений является авиация. На острове существует множество небольших аэропортов и взлетно-посадочных полос, которые соединяют отдаленные деревни и труднодоступные районы с крупными городами. В Папуа-Новой Гвинеи главными авиационными узлами являются аэропорты Джексон в Порт-Морсби и Надзап, недалеко от Лае. В индонезийской части острова основными воздушными воротами являются аэропорты в Джаяпуре и Тимике. Авиаперелеты часто являются единственным способом доставки грузов и перевозки людей из одного региона в другой. Дорожная инфраструктура развита слабо и охватывает лишь ограниченные районы. В Папуа-Новой Гвинеи основные дороги соединяют столицу Порт-Морсби с прилегающими районами, однако прямого автомобильного сообщения между крупными городами, такими как Порт-Морсби и Лае, нет. Большинство дорог представляют собой грунтовые пути, которые становятся практически непроходимыми в сезон дождей.
В индонезийской части Новой Гвинеи ситуация с дорогами несколько лучше благодаря государственным проектам, но многие участки остаются в плохом состоянии. Вдоль побережья и на реках активно используется водный транспорт. Реки, такие как Сепик и Флай, служат важными транспортными артериями, особенно для перевозки товаров и пассажиров в удаленные районы. Лодки и моторные каноэ являются основными средством передвижения по водным путям. Побережье также обслуживается небольшими грузовыми и пассажирскими судами, которые связывают прибрежные населенные пункты. В городах и их окрестностях общественный транспорт предоставлен маршрутными такси и автобусами, однако их обслуживание зачастую нерегулярное и зависит от состояния дорог. В Порт-Морсби и других крупных городах можно встретить такси, но их стоимость довольно высокая для местного населения. Железнодорожное сообщение на острове отсутствует. Сложные географические условия и высокая стоимость строительства железнодорожных путей делают развитие этого вида транспорта экономически невыгодным. Транспортные проблемы Новой Гвинеи также связаны с нехваткой ресурсов для поддержания и развития инфраструктуры. Из-за этого правительственные и международные организации продолжают разрабатывать проекты по улучшению транспортной системы, особенно в сфере воздушных и водных перевозок. Однако традиционные способы передвижения, такие как пешие маршруты и использование лодок, по-прежнему остаются жизненно важными для многих местных сообществ. Развлечения в Новой Гвинее тесно связаны с ее природным богатством, культурными традициями и уникальным образом жизни местных жителей. Остров предлагает широкий спектр возможностей для тех, кто ищет приключений, культурных впечатлений и знакомства с экзотической природой. Одним из самых популярных видов развлечений является экотуризм. В Новой Гвинее можно отправиться в захватывающие трекинговые маршруты через тропические леса и горные районы. Одним из наиболее известных маршрутов считается тропа Кокода в Папуа-Новой Гвинее. Этот путь проходит через густые леса и живописные горы, а также имеет историческое значение, связанное с событиями Второй мировой войны. Для опытных альпинистов интерес представляет восхождение на гору Пунчак-Джая, самую высокую вершину Океании. Подводное плавание и дайвинг являются еще одним важным развлечением на острове. Прибрежные воды Новой Гвинеи славятся своими коралловыми рифами и богатым подводным миром. Районы вокруг города Маданг и остров Тробриан представляют великолепные условия для изучения морской жизни. Воды полны тропических рыб, а затонувшие корабли времен Второй мировой войны добавляют уникальности подводным экскурсиям. Любители природы и наблюдения за птицами найдут в Новой Гвинее настоящую сокровищницу. Остров является домом для множества экзотических птиц. Местные гиды предлагают экскурсии по национальным паркам и заповедникам, где можно наблюдать этих красивых пернатых в их естественной среде обитания. Культурные развлечения также играют важную роль в жизни местных сообществ и привлекают внимание туристов. В долине Балием ежегодно проводится традиционный фестиваль, где племена Дани, Яли и Лани демонстрируют свои обычаи, танцы и ритуальные бои. Посещение этого мероприятия позволяет глубже понять богатое культурное наследие острова. На побережье можно также встретить народные танцевальные выступления и ремесленные рынки, где продаются уникальные изделия ручной работы. Для тех, кто интересуется традиционным искусством, существуют возможности посещения деревень, где мастера создают резные тотемы, маски и украшения. Особенно ценится искусство региона Сепки, где резьба по дереву достигла высокого уровня мастерства. В
крупных городах, таких как Порт Морсби и Джаяпура, можно найти современные развлечения, такие как рестораны, ночные клубы и культурные центры. Здесь проходят музыкальные и театральные мероприятия, а также выставки местного искусства. Рыбалка является еще одним популярным занятием как для местных жителей, так и для туристов. Островные воды богаты различными видами рыб, и рыболовные туры предлагают возможность поймать тунца, барракуду и другие морские виды. Проживание в Новой Гвинее представлено широким спектром вариантов, от современных гостиниц и комфортабельных курортов до традиционных деревенских хижин и кемпинговых баз для туристов, предпочитающих близость к природе. Условия проживания зависят от региона и уровня развития инфраструктуры. В крупных городах, таких как Порт Морсби и Лае, можно найти международные отели и бизнес-гостиницы, которые предлагают высокий уровень сервиса и современные удобства, такие как кондиционеры, интернет, рестораны и бассейны. Эти отели часто ориентированы на деловых путешественников и международных туристов, обеспечивая безопасность и комфортное пребывание. Некоторые гостиницы организуют трансферы и экскурсии по местным достопримечательностям. На побережье и в туристических зонах, таких как Маданг и острова Тробриан, доступны курортные отели и эколоджии. Многие из них расположены прямо у моря и предлагают уникальные условия для отдыха, собственные пляжи, занятия дайвингом и сноркерлингом, а также спа-процедуры. Курорты часто специализируются на экологически устойчивом туризме и предоставляют возможность жить в гармонии с окружающей природой. Также существуют варианты проживания в традиционных деревнях. Некоторые местные общины предлагают гостям размещение в хижинах, построенных из натуральных материалов, таких как бамбук и пальмовые листья. Это позволяет туристам погрузиться в культуру и повседневную жизнь коренных народов. Обычно такие варианты проживания включают участие в традиционных ремеслах, готовке и других аспектах деревенской жизни. Гостевые дома и небольшие семейные отели также популярны среди путешественников. Они предоставляют более доступные по цене варианты проживания и отличаются гостеприимной атмосферой. Часто владельцы таких домов готовы помочь с организацией экскурсий и предоставлением информации о местных особенностях. В отдаленных районах и горных регионах путешественникам предлагаются кемпинги и базовые лагеря для трекинга. Эти места обычно имеют минимальные удобства, такие как палатки, костровые площадки и базовые санитарные условия. Они подходят для тех, кто стремится к активному отдыху и готов к простым условиям. В некоторых местах, особенно в труднодоступных районах, инфраструктура для проживания практически отсутствует. В таких случаях путешественники часто полагаются на помощь местных жителей, которые могут предоставить временное жилье и пищу. Безопасность и уровень сервиса могут варьироваться в зависимости от места проживания. В городах обычно принимаются меры для обеспечения безопасности туристов, а вот в деревенских и отдаленных районах рекомендуется соблюдать осторожность и предварительно уточнять условия проживания. Добраться до Новой Гвинеи возможно несколькими способами, главным из которых является авиасообщение. Остров поделен между двумя государствами – Папуа-Новой Гвинеей на востоке и Индонезией на западе, поэтому варианты маршрутов зависят от точки назначения. В Папуа-Новой Гвинее основным международным авиаузлом является аэропорт Джексонс, расположенный в столице Порт Морсби. Прямые международные рейсы связывают Порт Морсби с такими городами, как Брисбен и Кернс в Австралии, Сингапур и Манила. Австралия является наиболее удобным транзитным пунктом для путешественников из Европы и Азии. Обычно маршрут включает пересадку в одном из крупных австралийских городов. Индонезийская часть Новой Гвинеи доступна через международный аэропорт Сент-Ани, расположенный недалеко от
Джаяпуры, индонезийские авиалинии обеспечивают регулярные рейсы из Джакарты, Сурабаи и Денпасара. Из других азиатских стран удобным транзитным пунктом является остров Бали. Для тех, кто предпочитает комбинированные маршруты, возможны перелеты до Восточной Индонезии с последующим морским путешествием до Новой Гвинеи. Однако такой способ занимает значительно больше времени и требует тщательной организации. Морское сообщение существует, но оно редко используется туристами из-за длительности и ограниченности маршрутов. Грузовые и пассажирские суда связывают Папуа-Новую Гвинею с Соломоновыми островами и соседними Тихоокеанскими государствами. Однако их расписание нерегулярно и подвержено изменениям из-за погодных условий. Перемещение между западной и восточной частями острова затруднено из-за отсутствия прямых дорожных и железнодорожных связей. Перелеты внутри острова осуществляются небольшими региональными авиакомпаниями, которые связывают труднодоступные районы с главными городами. Перед поездкой необходимо учитывать визовые требования, которые различаются в зависимости от выбранного маршрута и страны въезда. Ну что ж, друзья, наше путешествие по Новой Гвинее подошло к концу. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк, подписываться и писать в комментариях, что вам больше всего запомнилось. А может, у вас есть свои истории о Новой Гвинее? Поделитесь с нами. Увидимся в следующем видео. Пока!